Не все то манипуляции, что вам не нравится. Не все то нарциссы, с кем вам плохо. Не все то психопаты, кто вам не сожалеет, кто вам не сопереживает. Но есть некие общие черты у людей, которые склонны к манипуляциям, к манипулятивному поведению, в том числе к деструктивным манипуляциям, в том числе к психологическому насилию. Это люди, для которых создание стыда, вины и зависимости – это нормальный способ выстраивать отношения с другими людьми. Для которых нарушение личных границ, обесценивание и, например, эмоциональные качели – это нормальные, обычные коммуникативные приемы. Как, по каким признакам, по каким личностным качествам можно на ранних стадиях определить человека, склонного к манипуляциям? Это то, что называется макиавеллизмом. Это склонность и желание манипулировать другими людьми. Первое. Это постоянные провокации и нарушение личных границ. Такой человек под любым предлогом пробует нарушать личные границы и смотрит, как вы на это реагируете. Они могут придумывать какие-то уменьшительно-ласкательные прозвища или смешные, унизительные прозвища. Могут подходить слишком близко, касаться одежды, касаться, например, руки и так далее. Пошутить, сравнить, обесценить, посмеяться, оскорбить и посмотреть на вашу реакцию. Если вы терпите, если вы проглатываете, если вы все это съедаете, значит так с вами можно. Следующая провокация будет жестче. Если же вы реагируете, если вы даете отпор, он всегда может поднять лапки и сказать: да я же пошутил, прости меня, пожалуйста, не хотел. Или может, например, использовать это для того, чтобы вас еще и пристыдить. Да я же любя, да я же для тебя, да я же люблю тебя. Ты что такая бешеная, или ты что такой бешеный, ты что такой психованный, что ты такой злой, ты что, шуток не понимаешь? Второе. Люди, склонные к манипуляциям, обычно более холодные и более закрытые. Они не делятся чем-то сокровенным, они не делятся своими переживаниями, они не рассказывают вам что-то личное, что может быть, например, использовано против них, или выставляет их в каком-то невыгодном свете. Для таких людей открытость, искренность, эмоциональность – это признак слабости. Значит, ты жертва, значит, тебя будут есть. То есть работает логика: либо ты охотник, либо ты жертва, даже если мы говорим про отношения. Поэтому у таких людей обычно сниженная эмпатия, вплоть до бессердечия и жестокости. Третье – это лицемерие и двойные стандарты. То есть такой человек, допустим, может вам что-то рассказывать про то, что ценно и важно быть в близости, поддерживать другого, как-то быть добрым к другому. И тут же, допустим, при вас он может нахамить другому человеку, может как-то обозвать его или унизить, проявить жестокость. Или, например, за глаза этот человек про какого-то человека может говорить какие-то очень плохие вещи, поливать его грязью, но при встрече он демонстрирует доброе намерение, любовь, обнимашки и так далее. Но, естественно, нельзя предъявлять к нему те требования, которые он предъявляет к другим людям. Нельзя от него требовать то, что он постоянно требует от других. Стрелочка в другую сторону не поворачивается. Он будет беситься и злиться, если вы будете поступать с ним так же, как он поступает с вами. Это не то, ты не понимаешь, это другое. Четвертое – это воздействие на эмоции, на эмоциональную сферу, или даже раскачка по эмоциям. Вас нужно вывести на эмоции, чтобы вы хуже думали, чтобы вы были более предсказуемыми, чтобы вами было проще управлять. Для этого достаточно воздействовать на какие-то эмоциональные темы, затрагивать ценности, потребности, боли, страхи, травмы, переносы и так далее. Или просто тупо в лоб воздействовать на эмоциональные триггеры. Это справедливость, безопасность, деньги, секс, уважение и так далее. Пятое – это болезненное эго и чувство собственной важности. Такие люди в большинстве случаев выросли либо в дисфункциональных семьях, например, где отношения с родителями строилось не на эмоциональной близости, любви и поддержке, а на манипуляциях, как раз обесценивании, критике и зависимости. Такие люди вырастают менее уверенными в себе, менее устойчивыми и более ранимыми к сравнениям, к критике, к обесцениванию, к отвержению и так далее. Обычно еще такие люди более злопамятные и мстительные. И шестой признак – плохо, когда хорошо, и хорошо, когда плохо. Такие люди тяжело переживают, когда вы рядом с ними хорошо себя чувствуете, вы довольны собой, вы счастливы, вы в любви, с вами все хорошо.
Таким людям невыносимо находиться с более счастливыми, более уверенными в себе, более успешными людьми, чем они сами. Поэтому они незаметно начинают травить, кусать, обесценивать, тушить, подавлять. Если вас удалось пробить, обесценить, если ваше настроение упало, испортилось, то начинает происходить магия, они прямо расцветают, они прямо наполняются энергией, они начинают улыбаться, они становятся счастливыми, они как будто бы наелись вами. Они обязательно должны опустить вас до своего уровня или даже ниже, для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Если большинство этих признаков, этих проявлений вы регулярно наблюдаете у другого человека, то стоит задуматься, зачем вам это нужно? Другого человека вы в любом случае не измените. Но в таких отношениях с такими людьми важно уметь отслеживать манипулятивные приемы, сохранить устойчивость и уметь правильно отвечать.